Валентина Филипповна Тинина родилась в начале 1930-х годов. Это был период большой неопределенности, поскольку Первая мировая война только что закончилась и коммунистическая партия пришла к власти. Первая часть – это рассказ о ее детстве и выживании в Великой Отечественной войне, где погибли миллионы русских и многие семьи были изменены навсегда. Я родилась в 1931 году в пригороде Москвы. Это раньше была деревня Ростокино. Ну, а потом, когда построили сельскохозяйственную выставку, наша улица проходила мимо сельскохозяйственной выставки. Стала называться улица сельскохозяйственная. Тип деревенский дом, в котором жили еще мои бабушки и дедушка. Началась война. Как только началась война, сразу стали уж очень быстро они, немцы быстро двигались к Москве, да, и решили отправлять детей со школами, то есть школы прямо отправляли. Собирали и прямо в целую школу, там сколько классов, там человек, сажали на автобус и увозили. Меня в первый раз увезли. Меня увезли в область, а туда быстро продвигались немцы. То есть за мной прислали соседку, девушку, чтобы меня оттуда забрать. Меня забрали туда, через неделю пришли немцы. То есть очищали Москву, не думая, куда отправляют, в какую область, и куда немцы могут прийти быстрее. И видишь, надо было на восток отправлять, а у нас отправили куда-то к югу ближе. Нас. Заводов много, фабрик много, все начинают гудеть. Когда начинается налет, включают сирены. То есть самолеты приближаются к Москве. Наши эскадрильи готовятся к вылету навстречу, а те хотят пролететь. Некоторые пролетают и сбрасывают бомбы зажигательные. То есть очень много пожаров было. Горит. Во второй части Валентина рассказывает о своих взрослых годах, прошедшие после войны. Это было время, когда продукты хранились на подоконниках или в подвале, так как холодильников не было. Отдельные люди едва зарабатывали достаточно денег, чтобы прокормить свои семьи. И даже когда были деньги, приходилось стоять в очередях, чтобы получить основные продукты. Это была эпоха Хрущева и 1900-х годов. Когда у меня начинается обеденный перерыв длится там 40 минут. Рядом магазины. Я бегу в магазин, мне нужно купить мясо, чтобы вечером приготовить на завтра обед там. И нужно купить там, я не знаю, что такое, может быть, сахар купить еще там, крупу какая-то кончилась. Вот и бежишь, покупаешь. Скорее в магазине купишь мясо, сахар, чтобы вечером приготовить. Только так. В обеденный перерыв обычно рабочий человек бежит в ближайший магазин покупать продукты, пока есть. А вечером может такая очередь стоять, что и не достанется тебе этого. Кончится продукт. Сейчас не кончаются продукты, раньше кончались. Что-то можно было, мужчины брюки покупали, там костюмы, но это стоило очень дорого. Например, я помню, чтобы Толя ходил в одних брюках, на работу в одних переодевался, приходил другие. Только у него было 2 брюк всего, да. А решили жениться, что ж он в этих брюках, пойдем в ЗАГС с ним, в рабочих, да. Смешно, правда? Ой, ужасно. И так мы добывали этот костюм. Прям я не помню, сколько мы ездили, стояли в очередях, чтобы купить костюм, чтобы пойти в ЗАГС расписаться. Кошмар какой-то. Не пойду. В рубашке и в штанах не пойдешь.
а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех: мой самый главный человек, взгляни со мной на это